Экран. Да, добрый день еще раз. Татьяна, спасибо за представление и спасибо за организацию этого фотофорума. Я сегодня доклад мой называется «Героическая в уязвимости. Харьковская фотография конца 80-х, начала нулевых». Собственно, этот доклад базируется на статье, в которой я размышляю о жесте героя, о том, каким мог быть герой в 90-е годы, о том, каким образом меняется парадигма героического в 90-е годы и каким образом это отражается и находит развитие в харьковской фотографии уже и в начале нулевых годов. Собственно, героическая в уязвимости. Здесь бы хотелось поговорить о том, каким образом в конце 80-х, в 90-е меняется действительно парадигма героического понимания того, что мы можем понимать под геройством или героикой. То есть, собственно, когда героическое усматривается в какой-то в повседневности, в каких-то простых человеческих жестах или довольно простых человеческих ценностях, когда героическое уже усматривается не в клишированных каких-то идеологических и идеалистических и идеологических образах, а когда возникает все же внимание к человеку, к глубоко личному, субъектному, когда человек воспринимается как субъект как таковой, то есть субъективное понимание человеческой личности. И, собственно, на это находит отражение во многих работах харьковских художников, и в этом смысле харьковская фотография вообще мне представляется крайне гуманистической, вот в этом желании действительно затронуть и глубоко проявить человеческую личность в каких-то ее простых устремлениях и простых ценностях. Но когда мы говорим вообще о смене парадигмы героического и ином отношении к человеку, мне кажется, что стоит усматривать два момента. Один связан, конечно, с глобальными какими-то изменениями, именно геополитическими изменениями. И, собственно, когда мы говорим про 90-е годы, то эти изменения коснулись не только постсоветских стран, а вообще это время падения, скажем, распада больших идеологий, это время распада Советского Союза, 89-й год падения Берлинской стены, позднее это гражданская война в Югославии, собственно, все эти события, которые формируют совершенно другую карту Европы, и вот в этой такой, скажем, руинированной ситуации распада естественным образом возникает совершенно другое отношение к человеку и осмысление, понимание того, что является человечным. И, конечно же, это влияет на искусство на глобальном уровне, но если мы говорим также о Харькове, то понимание вот такого героического в повседневном, в уязвимом, в таком тщательном, трепетном отношении к человеку, к личности как таковой, в Харькове, безусловно, связано с фигурой Бориса Михайлова и с тем, скажем, с его проблематизацией вообще среднего советского человека, среднесоветского человека, вообще человеческого, гуманистического как такового. Михайлов писал о том, что мы жили в среднее время, когда героизм и пафос были ложью. И, собственно, и Михайлов, и потом в 90-е годы как бы героическое как раз усматривается не вот в этом ложном пафосе, а меняется как бы отношение к этому пафосу, то есть героика, она близка и воспринимается уже сквозь призму каких-то простых, обыденных ценностей. И именно вот это пафосное, героическое, которое уходит на второй план, но именно героическое, оно как раз прибегает к вот этой повседневной реальности с вниманием к человеку и к человеческой личности. Но, скажем, если Михайлов, он проблематизирует вот эту тему среднего человека, то уже в 90-е годы Сергей Братков в своих работах, скажем, тематизирует вообще понятие героя, кто такой является герой. И об этом времени он пишет о том, что я все время думаю о герое и жесте героя, насколько этот герой может быть актуален в будущем. То есть, собственно, по работам Браткова этого периода, 90-х годов, можно сказать, что он формирует такую целую, наверное, галерею портретов типов, которые отчасти тоже, наверное, отсылают в чем-то к передвижнической традиции, когда художники пытались утвердить ценности обычного, да, повседневного. И, собственно, мне кажется, это отражается и в харьковской фотографии, в работах Евгения Павлова, когда, скажем, внимание к какой-то субъективной человеческой жизни, человеку как субъекту, к каким-то простым сторонам жизни утверждается как норма. И об этом говорил
Павлов писал о том, что им было интересно, да, говорить о праве человека и через фотографию выражать личностные, субъективные интересы, вот этот жизненный биологизм существования. И, собственно, вот эти тезисы, эти темы смены вот этой парадигмы героического, они формируют, наверное, вот этот фокус интересов харьковских фотографов, и все это вместе, конечно, влияет на другое отношение к пониманию вот этого героического, которое отражается, выражается именно в внимании к человеческой личности, к вот этой уязвимости и каким-то повседневным сторонам жизни. Тот же Братков, говоря об этом времени, писал о том, что в советское время мы имели дело с персонажами. Вот партработник, вот инженер, вот художник Кабаков, который сам первым понял эту персонажность. Потом в перестройку и в 90-е люди позволили себе быть героями. И, собственно, вот уже в 90-е годы этот героизм можно как раз усматривать в каком-то повседневном бесстрашии, какой-то смелости, бесстрашии сталкиваться с той неопределенностью, которая возникает в 90-е годы с вот этой утратой почвы под ногами. И именно эта утрата, да, почвы под ногами, вот эта неопределенность бытия, она также провоцирует то, или внимание художников все-таки обратить внимание на человека, на какие-то человеческие, простые человеческие ценности. Ам, э, Я бы хотела, да, начать вот с работы Евгения Павлова «Психоз». И здесь, конечно, это работа 83-го года, и мы можем говорить, да, о совершенно другом понимании героя. И здесь хотелось бы также прибегнуть к определениям словаря, словарным определением, да, что такое является герой. И одно из определений гласит, что герой — это лицо, воплощающее в себе характерные, типичные черты своей эпохи, среды. И, на мой взгляд, если говорить о харьковской среде, о харьковском сообществе художников и вообще об этом городе, то, наверное, социальная болезненность, она действительно является такой важной характеристикой этого времени. И социальная болезненность, именно вот такое словосочетание, которое очень точно сформулировал Борис Михайлов, говоря о рисунках Бахчаняна. Но мне кажется, что тем самым, говоря о рисунках Бахчаняна, да, и характеризуя их как социальная болезненность, мне кажется, что Михайлов тем самым определил вообще харьковскую художественную среду в целом, и именно вот такое внимание к этой социальной болезненности, к хрупкости, незащищенности, ранимости, именно вот в этой ранимости, незащищенности и усматривается какое-то новое понимание героического в это время. И вот эти герои харьковских художников, да, они суть реальные, то есть это действительно такое самое, наверное, резкое, такое точное обращение к какой-то реальной, какой-то, да, сверхреальной жизни. И в этом смысле, наверное, таким вниманием к человеку, к разным его слабостям, ранимостям, это то, что отличает во многом харьковских художников, которым, наверное, свойственно вот это такая эмпатия и гуманизм, да, в изображении и в отношении к человеческой личности. Скажем, вот в этой серии тоже «Психоз», уже в самом названии, наверное, выражена вот эта сложность времени, временем таком вязком, да, опять же, можем вспомнить и серию работ Бориса Михайлова «Вязкость», да, которая тоже наиболее характерно отражает вот это время. И, собственно, вот в этой серии, которую Павлов отснял в психиатрической больнице, в клинической больнице номер 3, известной как Сабурка. То есть мы видим здесь изображены пациенты в таких жутких муках, как будто бы, да, предсмертных муках, и мы понимаем, что это пациенты, это люди, у которых диагностирован алкогольный психоз, и мы видим, насколько напряжено это тело, то есть Павлов, да, как будто бы отражает вот этот страшный какой-то нерв оцепеневшего тела в судорогах, страданиях, и мне кажется, что в данном случае, наверное, уместно сравнить или провести параллель между композицией работы серии «Психоз» Павлова, да, слева на слайде, и работы итальянского художника XV века Андреа Монтеньи,
где мы видим, и, конечно, мы можем говорить о близости какой-то композиционной, о сложном таком ракурсе. И если мы справа видим, да, работу Монтеньи, это такая монохромная живопись, очень необычный, впервые, наверное, в истории живописи используется такой ракурс при изображении мертвого Христа. И эта работа, это живописное произведение, которое воспринимается как свидетельство тяжелой пытки, которая длится долго во имя искупления грехов человечества. И это тоже работа примечательна тем, что Христос предстает здесь как реальный человек, который, да, выдерживает вот эту несопоставимую для человека муку и боль. И в данном случае, да, мне кажется, уместно вот параллели, вот это сравнение с композицией работы Михайлова, где мы видим это вот тоже пациента в судорогах со стянутыми больничными бинтами ногами. И это мы также можем говорить здесь о том же свидетельстве боли, той же длящейся боли, самоистязания, но это боль, которая, наверное, направлена внутрь самого себя, и вот эти страдания, которые берет человек на себя в это время, человек, который, наверное, не смог найти какой-то самореализации и принять ту меняющуюся реальность. И здесь, конечно, вспоминаются также слова Леонида Парфенова об этом времени, о 80-х годах, как эпохи безинициативной, и о том, что огромное количество людей тогда спилось. Они не могли себя реализовать, и не без оснований считали себя потерянным поколением. Собственно, вот эту потерянность, наверное, поколения, отсутствие какой-то надежды и вязкости, внутри вот этой вязкости начала 80-х годов отражается в работе Евгения Павлова «Психоз». Собственно, здесь мы видим также крупные планы этого больного человека, то есть вот это оцепенение, и да, что личность, она может быть таковой, то есть герой, советский человек, это не обязательно какие-то клишированные идеологические образы, это личность со всеми страданиями и невозможностью, наверное, преодолеть какие-то сложности, то есть это не обязательно сильная личность, да, человек он таков, человек он разный, и вот такое внимание к субъективности и утверждение субъективной жизненной реальности как нормы, наверное, характеризует вот это отношение и другое понимание героического, которое находит отражение в работах харьковских художников 80-х и 90-х годов. Но если здесь были уместны такие религиозные коннотации с работами Монтеньи, в частности, с Христом, то, пожалуй, в серии «История болезни» Бориса Михайлова, серия, которая написана, сказано очень много, серия, которая важна не только для украинского или постсоветского искусства, но и для мирового искусства. «История болезни», работа, которая, да, мы также можем провести параллели с тем же Михайловым, да, это о человеке, который также не смог справиться с новыми реалиями, с новыми экономическими реалиями и с другим устройством мира, с другой картиной мира, которая появляется в 90-е годы. И, собственно, здесь любопытно, что если вот в работе Михайлова «Психоз», то мы здесь можем говорить, наверное, о том, что Павлов в определенной мере, он, да, фиксирует вот эту меняющуюся сложную социальную действительность, то, наверное, в работе Михайлова «История болезни» эту работу также отличает вовлеченность в процесс взаимодействия с этими людьми. То есть, говоря о такого рода в произведениях, бельгийский куратор Бар де Барре писал о том, что изображения в первую очередь касаются взаимоотношений и человечности, что фотограф зачастую находится в опасных ситуациях, в которые устанавливает связи с людьми. И, на мой взгляд, вот в серии «История болезни» в первую очередь мы можем говорить, конечно, о таком взаимодействии, о нащупывании связи, об установлении связи с этими людьми, об определенной интеграции и диалоги, которые предшествуют созданию этих снимков.
И, собственно, вот история болезни, она действительно, это серия, это работа, которая отражает те радикальные изменения, которые происходят в обществе, в государстве. То есть это те изменения, которые происходят у нас на глазах, то есть общество, которое переплавляется, скажем, из позднесоветского в постсоветское, современное украинское. И эта серия, конечно, глубоко гуманистична, потому что в первую очередь, конечно, взгляд художника направлен на человека. Человек, который запечатлен вот в этой своей уязвимости, небывалой ранимости, которая чаще отражается также в образах, когда, скажем, да, Михайлов изображает обнаженное тело. Именно в обнаженном состоянии проявляется вот эта наибольшая, наиболее высокая уязвимость, наверное, человеческой личности. И, собственно, вот в этом цикле, который Михайлов выделяет как реквием, мы видим, что многие композиции, они также отсылают к христианской истории, скажем, как снятие с креста, либо же вот в данном случае, в этом образе, мне кажется, так же, как и в случае вот Павлова, была уместна параллель между Монтенье и работой Павлова «Психоз». В данном случае, да, мне кажется, возможна такая параллель между работой Василия Перова, художника второй половины XIX века, и образом из истории болезни Бориса Михайлова. То есть, собственно, и тот персонаж, слева мы видим юродивого Перова, они становятся такими образами, выразителями жизни пореформенного государства. В первом случае это образ пореформенной России, отмена крепостного права. В другом случае мы говорим о такой, да, можно сказать, пореформенной Украине, это постсоветское государство, это также реформированное государство, это появление других границ, это другое отношение к личности, это формирование какой-то идентичности. Собственно, эти два образа, которые запечатлевают те социальные изменения, социально-экономические, политические изменения, которые происходят совершенно в разных хронологических промежутках, то есть XIX век и конец XX столетия, но, тем не менее, и в том образе внимание уделяется человеку, и именно с человека раскрываются вот эти социально-политические изменения, которые мы наблюдали в это время. И, конечно же, то, что объединяет эти образы, это вот внимание именно к какой-то внутренней психологии человека как такового, личности человека с его какими-то простыми субъективными ценностями. Но и также в этом случае, мне кажется, важно, да, говоря о герое и уязвимости, понимании или, скажем, видении героического в уязвимом, важен здесь, конечно, и формат, да, если в случае с Перовым это более понятно, это формат большой картины второй половины XIX века, то здесь Михайлов также использует вот этот формат большой картины, в данном случае используя фотографию, ну, как бы рамирование, да, обрамление этого образа имеет двойной смысл, то есть это, если мы увидим эту работу в экспозицию, то, безусловно, это монументализация этой личности, то есть это, опять же, возведение в героического чего-то простого, невидимого или того, на что нам привычнее, да, наверное, или более просто закрывать глаза. И э, если вот в этих работах, в сериях и Михайлова, и Павлова мы говорим о крайне такой эм, уязвимости, и именно в этом усматривается такое, скажем, другое понимание героического, и важно сказать, что вот Михайлов как раз об этой серии «История болезни» говорит о том, что это уже не средний человек, именно этих людей я называю героями, и также, скажем, вот Сергей Братков в своей серии «Птицы» также, наверное, находит в этих образах дети, которые были сняты, образы детей, скажем, фотографии детей, которые были созданы в детском доме, и эти фотографии перемежаются с образами чучел птиц, да, собственно, как птицы и дети, да, есть общее в том понимании, что это часто являются такими символами, образами свободы, но в данном случае птица, мы понимаем, что лишена этого порыва и полета ввиду того, что это уже чучело птиц, дети лишены этого порыва, потому что они помещены
да, в детский дом. И, конечно же, в особенности вот в этой фотографии справа, эти фотографии, которые также имеют м, такой в чем-то, да, душераздирающий характер, потому что как бы мы не двигались от этой фотографии, то как будто бы мы все равно преследуем взглядом ребенка. И да, вот эти серии, они также выражают ощущение какой-то отчужденности, покинутости, ненужности. То есть, опять же, мы понимаем, что вот это героическое и человеческое усматривается как раз в тех образах, которые, да, казалось бы, отчуждены или не нужны обществу, или предпочитает общество эти образы не замечать, но опять же вот в этой простоте и невидимости, скажем, харьковские художники этого времени как бы делают вот эти невидимые образы невидимых персонажей видимыми, да, да, за счет фокуса своего внимания. И здесь важно также вот образ ребенка, который также является не случайным, и об этом писал Борис Боден, усматривая, да, вот такую политическую метафору посткоммунистического образа общества именно в образе ребенка. Он пишет о том, что в идеологической структуре посткоммунизма метафора ребенка играет особую роль. Это означает идею нового начала, невинность, присущую вновь открытой демократии, как часто описывает революция 1989 года. В то же время дети — образ инфантильных восточноевропейских обществ, освобожденных от тоталитаризма и достижения совершеннолетия, которого они еще не достигли в истории. И, собственно, то, что мы говорили в самом начале о падении вот этих больших нарративов, больших идеологий, которые формируют новое отношение к человечности, и, собственно, через образы молодежи художники подспудно, сознательно или бессознательно, но именно через эти образы отражали те изменения, которые происходят в обществе. И в этом смысле также важна серия романа Пятковки «Новый герой», которая была создана в 1988 году, и, собственно, через образы вот этих харьковских панков, вот этой протестной молодежи, он также воплощает, да, вот метафору этого нового незрелого общества, которое только формируется на наших глазах, и, собственно, здесь мы видим, да, что в изображении вот этих панков также накладывает, там наносит фрагменты текстов популярных, да, популярные тексты популярных рок-групп, и, собственно, через вот этот какой-то протест, эту протестность, которая на самом деле выражалась во многом тоже в неуважении ко всему властному, к какому-то пофигизму, просто в каком-то другом образе жизни, совершенно понимание какой-то другой картины мира, да, вот после нас хоть потоп, и вот именно в этих образах протестной молодежи также закладывается вот эта идея нового героя, понимание того, что новый герой и новая героика, она вне идеологического, то есть она все-таки связана прежде всего с какими-то гуманистическими ценностями, и, собственно, через образ такой субкультуры продолжают тему вот этой новой героики, скажем, даже вопрошания, что такое новый герой сегодняшнего дня, группа «Соска», в которой они также прибегают к изображению субкультуры эмо, но мы видим, что это уже подростки, которые, да, буквально парят над городом Харьковом, которые уже, да, наверное, приняли и впитали вот эту новую человечность, внимание именно к человеческой личности, к простым человеческим ценностям, но здесь уже возникает вопрос какой-то, вопрос в будущее, а, что будет вот этим новым героем, какова идентичность этих героев, потому что работа, которая была уже создана в 2008 году, то есть это уже 20 лет спустя 20 лет спустя после создания Пятковкой работы «Новый герой», то есть это уже и новое тысячелетие, и это вопрос будущего, каким будет новый герой. То есть либо это выход в какие-то публичные пространства, либо это радикальные перформансы, радикальные жесты. Каким может быть этот герой, сколько уже мы можем говорить
о том, что как бы внимание к человеческой личности, отказ от идеологического восприятия личности с какими-то идеологическими установками, он уже принят, воспринят, и, собственно, это все создает такой фундамент для вопроса в будущее, каким будет герой вот этого времени, которое сейчас наступает, либо же мы уйдем в какую-то архаику понимания и прохождения всех путей формирования такого общественного ура-патриотического героизма, либо же будет формироваться какое-то новое представление о новом героическом. Спасибо за внимание.